Всем привет! Сегодня я покажу одну распаковку. Я никогда не писал распаковки, меня просто попросили это сделать. Значит, смотрите, у меня есть камера GoPro 11 версия. Хорошая камера, классная. Я с ней работаю. Я себе заказал Media Mod из Америки. Шел он не сильно долго. Так, сейчас мы вытащим. Я его даже еще не распечатал, только разорвал коробку, упаковку саму. Вот такой Media Mod. Media Mod — это блок, куда вставляется камера. Media Mod расширяет возможности микрофона. Ну, не знаю насколько, конечно, да. И самое главное, в Media Mod есть дополнительный выход под микрофон. Мы можем подключить туда выносной радиомикрофон. Это очень хорошо, в основном из-за этой функции я его и взял. Меня даже не интересует встроенный микрофон в Media Mod, а интересует меня именно микрофон, именно возможность подключения выносного микрофона. Давайте попробуем распечатать. Значит, по Media Mod поэтому очень много идет споров в интернете. Говорят, что плохое качество звука, микрофона, что ожидалось лучше. Ну, наверное, может быть, я с чем-то соглашусь, потому что когда он стоил около $200, тогда да, всему своя цена. Сейчас его цена, вот 70 было там с налогами ко мне, с доставкой, он обошелся в $75 Media Mod. Я считаю, что это недорого, относительно недорого для его функции. Так, ладно, все, скрываем, смотрим, что у нас будет. Коробочка, ну, GoPro-шная. Так, сейчас мы попробуем ее вскрыть. Это даже нож не нужен будет. Вот так отлепляется. Так, похоже, не получится здесь у нас ничего отклеить. Мы будем вскрывать стандартным способом. Вот тут у нас эта штучка. Раз и... Опа, все. Коробка вскрыта. Вытаскиваем. Так, это у нас... Тут на что инструкции, гарантийная книжечка, гарантийный талон, инструкция. Инструкция на Media Mod, как он устанавливается, как все собирается. Значит, здесь у нас картонная упаковка, картонное основание. Мы могли бы, конечно, сделать и какой-нибудь из пеноплекса какого-то, да, основания, но чистый картон. Крепление стандартное GoPro-шное, винт стандартный для фиксации и непосредственно сам Media Mod с ветрозащитой. Ветрозащита на микрофон. Вот у нас Media Mod. Да, в Media Mod еще можно всякие фонари ставить. Тут есть слайдеры под установку доп. Оборудования. Вот. Ну, вот так ветрозащита устанавливается на микрофон. Не знаю, буду тестировать, буду пробовать, смотреть. Ох, установилась, даже не снять теперь ее. Буду смотреть, как она будет работать. Так, это чистый картон. Все. Пробуем установить. Открываем непосредственно сам модуль. Открываем модуль, открываем камеру, удаляем крышку боковую и устанавливаем камеру. Камера устанавливается, вон зарядный порт, и тут зарядный порт на камере. Устанавливается она вот таким образом. Когда камера установилась уже, то сейчас я посмотрю.
может ли она быть герметичной. Но от дождя, да, от дождя она, наверное, спасет, если в дождь попали. Но под воду с медиамодом уже нельзя опускаться. То есть она уже становится не герметичной камерой при использовании медиамода. Вот такой медиамод, вот такая вот у нас получилась камера. Включаем. Так, включилась у нас камера. Сразу же идет оповещение, что медиамод подключен, задан фронтальный микрофон. Коснитесь настроек видео, чтобы изменить это или настроить ярлык. Так, что я хочу сказать по поводу пластика и вообще изготовления. В принципе, изготовление добротное. Ветрозащита хорошо сделана. Ну, обычный поролон, то есть тут ничего такого не придумано. Камера встала как влитая, как будто она тут и была. Вот, она прямо хорошо очень села. Вот здесь у нас находится на медиамоде закрывашки для подключения разных устройств и разного оборудования. Это у нас средняя, это у нас зарядка на камеру. Верхняя, это у нас HDMI, микро HDMI, выход на телевизор. И внизу это у нас AUX, выход на дополнительный микрофон, то есть на выносной микрофон. Вот, так что такое вот устройство. Будем его тестировать. Впечатление, первое впечатление, в принципе, хорошее. Качественный пластик, все здорово сделано. Вот да, микрофон заработал, видите, да? Вот этот бегущий огонек пошел, вот он. Вот, раз, два, три. То есть показывает уровень микрофона. Я думаю, что будет выполнять мои потребности. Будет по функционалу будет соответствовать тому, что я хотел получить. Ну, в принципе, хороший девайс такой. Применять его можно везде. В основном, я думаю, применять его при съемке с руки или когда-то какие-то экшен снимаются непосредственно камера в руке, то есть не на штативе, где-то в руке. Либо если он будет стоять на штативе, вот сейчас я покажу. Вот, либо если он будет стоять на штативе, то тогда, может быть, микрофон тоже будет работать. Но я не знаю, нужно будет посмотреть, как он пишет. Посмотрим, какое качество вообще записи. Вот. Ну, мой вывод, в принципе, покупкой я доволен. Я думаю, что послужит он мне, может быть, долго, а может быть, какое-то время. Вдруг, если что-то не понравится, я его продам. Все. Всем пока. Первый мой обзор распаковки медиамода. Вот. Сильно меня тапками не кидайтесь. Все, всем пока.